Всем привет! Меня зовут Шура и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот интересную сумку. Вот так вот она выглядит с обратной стороны. Вот так вот выглядит спереди. Можно ее носить как с длинной цепочкой через плечо, так и с короткой ручкой. То есть все это отсоединяется. Можно одеть только цепочку, можно одеть только ручку. В общем, фурнитуру выбираем на ваше усмотрение. Сейчас в моде, да, пошли маленькие мини-сумочки, и мне очень стало интересно попробовать и себе что-нибудь такое связать. Ну и вот что получилось. По поводу материалов. Понадобится нам с вами всего 2 мотка шнура карамель от пряжа Центр. Ссылочку на магазин я оставлю вам ниже в описании. Цвет я использовала вино, цвет вообще шикарный, на камеру я даже не знаю, как передать это все, словами не передашь. Вообще цвет очень хороший, мне очень понравился, а клапан тоже там же я заказывала. Цвет называется, по-моему, винный бархат, если я не ошибаюсь, я, если честно, не очень помню все эти названия цветов. В общем, дно я сделала двойное, чуть позже я покажу вам, что я именно сделала с ним. Цепочку вы также можете приобрести на сайте пряжа Центр, замочь. Кольца, карабины, ручки, все это можно заказать там же, на этом сайте. И также не забудьте про промокод, который я оставлю вам ниже в описании. По этому промокоду вы получите аж 10% скидку. Вот, в принципе, и все, что я хотела вам сказать. Если у вас останутся какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, обязательно всем отвечу. Также переходите ко мне на канал, там есть еще очень много интересных разных видео, мастер-классов, возможно, вам что-нибудь еще приглянется. Ну а если видео понравится, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Теперь пошли вязать! Начнем мы с вами с обвязки нашего дна. У меня дно тоже от пряжи Центр. Двойное дно я сделала, то есть я купила 2 одинаковых дна. Под цвет шнура я взяла дно бордо, сделала такие ножки. И вот с этой стороны я приклеила дополнительно еще одно дно, чтобы, видите, сделать такое потолще. Потому что сами донышки, они идут тонковатые, чтобы оно более такое, как сказать, потверже, да, было. Я заказала 2 дна и просто склеила их вместе обычным клеем Момент для кожи. Ну и дополнительно, получается, добавила вот такой вот аксессуар, то есть ножки для сумки. И вот здесь внутри, получается, их не видно. Обвязывать мы его будем вот по вот этой вот схеме. Если вы точно так же, как и я, будете склеивать 2 донышка, то пока вы его не склеили, пока оно еще вот в таком вот состоянии, желательно, прикладываем его к листочку, обводим, обязательно обводим все дырочки и вот таким вот образом распределяем наши прибавки. Можете поставить на паузу, себе перерисовать, и это будет очень удобно в плане того, что мы сейчас с вами начнем вязать, и можно будет то, что мы провязали, зачеркнуть, чтобы потом не запутаться. Ставим на паузу, перерисовываем и начинаем вязать. Для начала оставим небольшой отрезок нити, примерно сантиметров 40-45. И начинаем вязать. Я начну вот здесь, вот с краюшки где-нибудь, вот в этом месте. Вот по дырочке у меня выходит 1 столбик. Получается, вот такие вот галочки у нас идет прибавка. А здесь, где 1 палочка, это 1 столбик. Вытягиваю петельку и провязываю 1 столбик. Крючок мы берем номер 3,5, чтобы обвязывать наше дно. Можете взять побольше или поменьше, как вам будет удобнее, просто шестерка в эти маленькие дырочки не пролезет. Петельки старайтесь сильно не затягивать, так как вяжем мы с вами крючком маленького размера. И что у нас с вами идет дальше? Вот эту петельку мы провязали, зачеркнули. Далее у нас идет прибавка. Первый столбик, и сюда же в эту же дырочку мы вставляем крючок и вывязываем 2 столбик. Вот у нас с вами получилась прибавка. Зачеркнули. Далее у нас идет 2 одинарных столбика. Первый, и в следующую дырочку 2.
Вот так. Зачеркнули. Далее у нас идет прибавка. Первый столбик прибавки и сюда же в эту же дырочку второй столбик прибавки. Вот так вот. Зачеркнули. Далее у нас идет один столбик и снова прибавка. Раз. И сюда же 2. Вот что у нас с вами получается. Зачеркнули. Таким образом мы обвязываем все дно по кругу. И я вам покажу, как закрыть ряд хвостиком. Ну вот я довязала ряд до конца. У меня осталась последняя дырочка. Я провязываю в нее одинарный столбик. То есть вытягиваю петельку. Теперь рабочую нить убираю. И беру хвостик. Провязываю этот столбик хвостиком и вытягиваю его полностью. Далее находим, вот он наш самый первый столбик. Вставляем крючок под вершину, то есть под обе стенки вершины нашего первого столбика. Захватываем нить и вытягиваем ее на изнаночную сторону. И вот посмотрите, у нас уже формируется петелька. Последний наш столбик, вставляем крючок под вот эту вот перемычку и вот сюда в середину вершины. Захватываем нить и вытягиваем ее на эту сторону. И вот что у нас с вами получается. Вот такое вот бесшовное соединение. Теперь маленький крючок нам больше не нужен, берем крючок номер 6. И будем поднимать первый вспомогательный ряд. Берем рабочую нить и вставляем крючок вот таким вот образом. То есть вот она наша последняя петелька. Вставляем крючок в середину вершины и под перемычку. То есть точно так же, как мы вытягивали наш хвостик, только уже в обратную сторону. И вытягиваем петельку, провязываем первый столбик. Далее снова в середину вершины. И вот здесь вот под перемычку. Второй столбик. Продолжаем. Третий столбик. Обязательно не забывайте провязывать именно под перемычку, иначе у нас вот здесь, вот сейчас покажу, вот в этом месте у нас появятся дырочки и будет очень мягко и некрасиво. Без прибавок в каждую петельку по одному столбику вяжем так до конца ряда. Итак, я дошла до конца ряда, и давайте еще раз покажу вам, как закрыть ряд. Берем хвостик и нашу недовязанную петельку провязываем нашим хвостиком. Далее находим самый первый столбик и его вершину. Вставляем крючок под вершину, вытягиваем петлю на обратную сторону. Далее последний столбик, перемычка и середина петли. Захватываем нить и вытягиваем его на изнанку. Вот что у нас с вами получается. Теперь переходим к вязанию второго ряда. Берем рабочую нить и будем вязать рисунок. Рисунок вяжется очень просто. Вот он наш последний столбик, откуда выходит наша петелька. Вставляем крючок под его вершину. Вот так. Захватываем нить, вытягиваем петлю, но не провязываем ее. Далее, вот она, следующая галочка получается. Галочка последнего столбика. Мы вставляем крючок в раскол в эту галочку. Проверяем сзади тоже, чтобы выйти в раскол. И вытягиваем еще одну петельку. Вот у нас теперь 2 петли на крючке. Мы провязываем их вместе. Далее, следующая вершина. Вставляем крючок под нее, вытянули петлю. Следующая галочка. Вставляем крючок в раскол. Сзади проверяем, чтобы тоже выйти в раскол. Вытянули петли и провязали. Снова повторяемся, под вершину вытянули и в галочку в раскол вытянули, провязали.
Вот такой вот очень простой рисунок у нас с вами получается. Таким образом, без прибавок мы вяжем до конца ряда. Закрываем ряд, и я покажу вам, как вязать следующий. Итак, я довязала ряд до конца, закрыла его, и вот здесь вот у нас с вами будет небольшое отличие. У нас вот здесь теперь не одна перемычка, а две. То есть проходим мы через обе. Находим нашу последнюю петельку, вот его вершина, вставляем крючок под вершину этой последней петельки и вытягиваем петлю. Дальше все очень просто, то есть также вот она галочка, мы вставляем крючок в эту галочку. Только вот видите, у нас есть еще одна галочка под ней, мы вставляем также и в эту галочку, и сзади обязательно проверяем, чтобы выйти в раскол. И вытягиваем петлю. Все. Далее продолжаем вязать точно так же. Под вершину вытянули. И вот она, следующая наша галочка. Под обе галочки мы вставляем крючок и сзади проверяем, чтобы выйти в раскол. Если мы, видите, вставляем в обе галочки, у нас узор получается намного плотнее, поэтому постарайтесь не пропускать. Вот и все, весь наш узор. Вяжется он очень-очень просто, а выглядит просто шикарно. Таким образом вяжем до конца ряда, закрываем его. Поднимаемся далее на новый ряд и вяжем до тех пор, пока у нас не кончится один моток. Ну вот, я довязала до конца мотка, у меня осталось вот такой кусочек нити. И получилось 5 рядов по рисунку, то есть 1, 2, 3, 4, 5. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно присоединить новый моток и удлинить вот этот вот наш хвостик. Как мы это сделаем? Мы можем либо оставить вот этот хвостик для закрытия рядов, то есть закрыть ряд сейчас вот этим хвостиком и оставить его для продолжения закрытия рядов, а вот этот хвостик ввязать в вязание. Либо мы отрезаем вот здесь такой же хвостик, где-то сантиметров 40, и припаиваем, либо пришиваем его вот в этом месте. То есть удлиняем. И потом, когда у нас закончится вот здесь нить, мы припаиваем сюда новый моток, либо пришиваем его. Конечно, лучше пришить. Так оно будет намного крепче держаться и устойчивее. После того, как мы сделаем все эти наши манипуляции, нам нужно с вами провязать вверх еще 4 ряда по рисунку, чтобы в общем у нас было 9 рядов. Думаю, с этим вы уже справитесь сами. И потом я покажу вам, что делать дальше. Ну вот я провязала 10 рядов. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов рисунком. И теперь смотрите, так как мы будем с вами пришивать клапан и плюс собирать вот здесь наши бока сумки карабинами, нам нужен подвижный верх. То есть вот здесь, если мы с вами вот так соберем, получается очень плотно и сумка такая твердая получается. И поэтому нам нужно сделать подвижный верх. Делаем мы его очень просто, так как сверху все будет вот так вот закрыто клапаном. То есть здесь нам не обязательно вязать рисунком. И мы будем вязать обычными галочками. То есть вот таким вот образом находим, вот она наша последняя петелька. Вставляем крючок в раскол. То есть, если изначально по рисунку мы вставляли сначала в вершину, вытягивали петлю, потом в раскол, то теперь мы просто сразу вставляем крючок в раскол и вытягиваем петлю. Провязываем столбик. Далее в следующую петлю, в следующую галочку в раскол мы вставляем крючок и вытягиваем второй столбик. И так до конца ряда. Вот такими вот галочками мы с вами будем обвязывать до конца ряда. То есть видите, вот здесь вот ничего
такого сложного, сверхъестественного нету. Смотрится это тоже неплохо, но с одним условием. Рисунок не такой плотный, и он немножко помягче. И будет легче вот здесь вот сгибать нашу сумку и разгибать. Ну вот я провязала 2 ряда просто галочками. Вот здесь вот эта верхняя часть у меня получается немного мягче. И смотрите, визуально мы делим сумку пополам и отмечаем края нашей сумки маркерами. Старайтесь отмечать так, чтобы у вас с обоих сторон получилось одинаковое количество петелек. У меня получается по 29 петелек с каждой стороны от маркера. То есть вот она петелька с маркером, начиная от этой в эту сторону 29 и от этой в эту сторону 29 петелек. Вот здесь вот я отметила красными маркерами место, куда я буду пришивать свой клапан. Получается у меня на клапан 15 петелек. И вот здесь от клапана до серединки у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелек в эту сторону. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелек в эту сторону. Теперь давайте начнем привязывать клапан. Привязывать мы его будем соединительными столбиками. У меня вот здесь вот видите как раз вот отметка маркером на вот этом вот последнем столбике, который мы с вами закрыли. Маркер я убираю. Беру крючок маленького размера, 3,5, тот, которым я обвязывала дно, так как шестерку и вот сюда сложно пролезть. Вставляю крючок вот в эту вот последнюю петельку. Хвостик не нужен. Захватываю рабочую нить и вытягиваю первую петельку. Теперь беру, прикладываю клапан, вставляю крючок в самую первую петельку и здесь, вот смотрите, за вершину. Захватываю нить и вытягиваю, провязываю соединительный столбик. Вот что у нас с вами получается. Далее вставляю крючок. Теперь уже смотрите, так как у нас вот здесь вот в клапане 13 дырочек, а по расстоянию у меня вот здесь получается 15 петелек, то мы вот так вот держим клапан и вставляем крючок туда, куда он входит. То есть не обязательно вот здесь вот вставлять именно под вершины. В самую первую вершину я вставила для симметрии. Захватываем нить, вытягиваем петлю и провязываем ее. Старайтесь вот эти вот петельки сильно не затягивать, иначе у нас клапан вот так вот стянется. И продолжаем вязать. Соединительными столбиками доходим до конца клапана. Так вот я подошла к последней петельке, и у меня осталась одна последняя дырочка. Довязываю до конца клапана и меняю крючок. Далее мы просто по вершинам идем соединительными столбиками до конца ряда. Итак, я довязала до конца ряда, обрезала нить, и вот здесь вот последнюю петельку мы с вами сформируем точно так же, как мы закрывали ряд. То есть вставляем крючок вот так вот за самую первую петельку и вытягиваем нить сюда. Далее вставляем крючок с обратной стороны в середину вот этой вот последней петельки. Вот она. Захватываем нить и вытягиваем ее. Все это дело хорошенько поправляем. И вот что у нас с вами получается. Бесшовное соединение. Все вот эти вот ниточки мы с вами спрячем в вязании. И теперь давайте оденем наши кольца-карабины. Вот так вот ровненько, визуально мы делаем прямоугольник, берем кольца и формируем вот так вот половинку. Вот за это место мы одеваем кольцо, вот сюда.
Итак, я одела всю фурнитуру, продела кольца. Примерно, знаете, вот в каждый 5-й столбик от центрального вот этого желтого маркера. Потом я одела замок 1, 2, 3 между 4-м и 5-м рядом. Получается 4-й, 5-й, 6-й ряд у меня вышел на замок. Вот так вот она выглядит внутри. Достаточно вместительная получается. Одеваем замок, клапан. Одела вот так вот уже ручку. Дополнительно поменяла карабины на золотые, так как моя ручка была с серебряными. Это также может быть и вот такой вот клапан уже с готовой ручкой. Примерно это будет смотреться вот так вот. Вот. И у вас будет уже готовая ручка. То есть не нужно тратиться на дополнительную ручку, мы просто покупаем клапан уже с готовой ручкой. Но, если честно, мне нравится вот такой вот вариант больше. Такая немножко удлиненная ручка, то есть можно не только вот так носить, но и вот так, допустим, ее одеть, да. То есть вариантов много. Также можно эту ручку снять, просто одеть цепочку, тоже будет смотреться шикарно. Сейчас покажу. Вот так вот, смотрите, как вариант с большой крупной цепочкой вообще смотрится шикарно, очень. Вот такой вот. Видите вариант? Я пошла за тонкой цепочкой, за вот этой вот. И совершенно случайно просто мой взгляд упал на вот эту вот толстую, решила примерить. И вообще ни разу не пожалела. То есть, ну, идеальный вариант для вот такой вот маленькой сумочки. Ну и вот как вариант с цепочкой и с ручкой, с маленькой. То есть можно делать кучу всяких изменений. Например, можно спрятать нашу цепочку под клапан. Вот так вот. И будет вот такая вот ручка вместе с цепочкой. Можно, в принципе, оставить эту цепочку вот таким вот образом свисать на нашей сумке. Можно ее располовинить, то есть одну часть сюда, одну часть вот здесь оставить. Тоже смотрится прикольно. В принципе, все зависит от вашей фантазии. По размерам, высоту, вот так вот с ручкой, вот так, у меня получается 24 сантиметра. Но тут высота уже зависит от длины вашей ручки. Ее можно сделать короче, длиннее и так далее. Я вот сделала короче. Дальше, вот так в ширину у меня 30 сантиметров. То есть вот так, 30 сантиметров. Дальше. Высота без ручки вот от клапана до дна у меня 18 сантиметров. Вот такой вот классный узор. Вот здесь вот видите, в принципе, почти не видно нашего перехода вот из рисунков галочки. Спереди так вообще незаметно ничего. И вот такой вот мини-саквояжик у нас с вами получается. Спасибо всем, кто смотрел мое видео до конца. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, переходите, смотрите, там еще есть очень много других классных видео. И до новых встреч, пока-пока!